Ваши средства на банковской карте – это не ваши средства, это средства банка. А ваши средства на централизованной бирже – это тоже не ваши средства, это средства централизованной биржи. Так где же находятся ваши средства? Как же нам хранить наши средства, чтобы никто никогда не мог у нас их забрать? На самом деле ответ уже давно есть, и он пришел к нам с появлением блокчейна. Те средства, которые вы держите на своем адресе, и есть ваши средства. Но что же такое ваш адрес? Ваш адрес – это тот адрес, который вы сами создали. Создали из собственного мнемоника, или сид-фразы, или бэкап-фразы. Как правило, это 12 или 16 или 24 слова. Это длинный-длинный неизменяемый код, который дает вам возможность подписывать транзакции с тех адресов, которые были созданы из вашего мнемоника. На самом деле все адреса, все бесчисленное множество всех адресов уже и так существуют. Просто не о всех об этих адресах есть запись в блокчейне. В блокчейне записывается информация только о тех адресах, с которых были сделаны транзакции или на которые поступили когда-либо какие-то средства. Как мы уже неоднократно говорили, когда вы пытаетесь отправить транзакцию с одного адреса в блокчейне на другой адрес в блокчейне, блокчейн как бы спрашивает: а подтвердите-ка то, что вы имеете право отправлять транзакции с этого адреса на любой другой адрес. И в качестве подтверждения вы должны оставить подпись, а подпись это делается тем мнемоником, из которого был создан этот адрес. И именно тот, кто владеет мнемоником от этого адреса или от всех других адресов, которые можно создать с этого мнемоника, а создать их можно бесконечно много, может отправлять транзакции с этих адресов на любые другие адреса. Может ли кто-то взять и заблокировать ваш адрес в блокчейне? Ну, есть такие блокчейны, в которых такой функционал существует. Например, блокчейн, на котором выпускается USDT, имеет такой функционал, и создатели USDT теоретически могут заблокировать вообще любой адрес с любой суммой. Но вот в таких блокчейнах, как Bitcoin, или в таких блокчейнах, как Ethereum, или в таких блокчейнах, как Cosmos и всех других блокчейнах на Cosmos SDK, такой возможности не существует. Поэтому, если вы держите свои средства на вашем личном адресе, который вы сгенерировали с того мнемоника, который знаете только вы, то никто никогда не сможет заблокировать ваши средства. Ну, вот представим, что есть какие-то средства на Binance. Это не ваши средства, это средства Binance. А вот есть какие-то средства на картах, там, Visa, MasterCard. Это не ваши средства, это средства банков. А вот есть ваши средства, пусть их немного, но они на вашем адресе, никто вас их не может заблокировать. Если вы свои средства отправили на Binance, Binance может сказать: друг, по какой-то там причине мы перекрываем твои средства и тебе их не возвращаем. А вот если у вас средства лежат на карте, то эти Visa, MasterCard могут сказать: по таким-то, по сяким-то причинам не получишь ты обратно свои средства. Те средства, которые лежат у вас на вашем адресе, не блокируемые. Ни государство китайское вместе с Гуглами, Эпплами, Путиным и всеми силами зла в этом мире не в состоянии забрать у вас вот эти крохи. Поэтому переводите свои средства со всяких там Binance'ов и со всяких там Visa и MasterCard к себе на адреса. И храните их на своих адресах. И тогда это будут ваши родненькие средства, которыми только вы будете распоряжаться. А вот что делать со всеми вот этими средствами, которые на ваших адресах?
Неужели они должны просто так лежать на этих адресах и ничего не делать? Ну, начнем с того, что средства, которые у вас лежат на Visa и MasterCard, уже и так ничего не делают. Ну, скажем так, средства, которые у вас находятся на Binance, может, что-то вам и приносят, но, в общем, обогащают Binance. А вот ваши родненькие средства вы можете отправить на разные децентрализованные биржи, такие как Osmosis, такие как SafeChain, JunoSwap, ну и фиг с ним, с Виталиком Бутериным и ужасными его комиссиями, даже на Uniswap. Все эти децентрализованные биржи устроены таким образом, что ваши средства, которые попадают на смарт-контракты децентрализованных бирж, не могут быть заблокированы ни децентрализованной биржей, ни какими-нибудь там Binance'ами, визами, мастеркардами и всея силами зла этого мира. Поэтому только тот, кто обладает мнемоником от адреса, с которого средства поступили на децентрализованную биржу, может забрать эти средства себе обратно. Поэтому пользуйтесь децентрализованными биржами и храните средства на своих собственных адресах. У кого-то появляются странные вопросы. Может ли Ledger быть заблокирован в РФ? Ну что такое Ledger? Ledger – это как бумажка, только на флешке. И вот внутри этой флешки хранится ваш мнемоник. Ваши 12 или там 24 слова. Можно ли взять и заблокировать флешку в РФ? Ну, теоретически да. Apple тоже создала свой стандарт, который не USB, но сразу были придуманы переходники с Apple на USB. И если в России все-таки решат запретить USB-порты и придумают какой-то свой новый стандарт, вам ничто не помешает найти переходник с USB на этот новый стандарт. А вот саму флешку, как ее можно вообще заблокировать? Как можно заблокировать бумажку, на которой написано 24 слова, которая, грубо говоря, может быть приконнекчена к вашему компьютеру? Да никак ее нельзя заблокировать. Также возникает масса вопросов по поводу блокировки каких-либо стейблкоинов. Вот стейблкоины в USDT действительно могут быть заблокированы. И они могут быть заблокированы на основании принятия решения какой-то там малой группы, которая создала этот тизер. Но кроме USDT существует масса других стейблкоинов, которые заблокированы быть не могут. И, например, в экосистеме Cosmos это UST от Terra или USDX от Kavy. Если вы храните свои средства почему-то именно в стейблкоинах, а не в какой-то нормальной крипте, то можете выбрать себе UST или USDX и не переживать за свои стейблкоины. Еще может возникать страх из-за блокировок приложений в Google Play или App Store. Что же делать, если заблокируют те приложения, при помощи которых мы общаемся с блокчейном? Например, такие приложения, как Cosmostation Wallet App, или Kepler, или, на худой конец, MetaMask. А ничего страшного в этом нету. На самом деле, всевозможные приложения очень часто блокируются, как Google Play, так и App Store. И тогда возникают альтернативы, возникают различные формы открытых приложений или открытых маркетов наподобие F-Droid. Вы всегда сможете скачать себе APK-файл нужного приложения. Ну, в случае с iOS это будет как-то там по-другому называться, но приблизительно так. И установить себе его без всякого маркета. Но на самый крайний случай, если прямо все силы зла соберутся нагадить вам, и даже не выпустят ни одного возможного АПК с открытым кодом, у вас всегда есть командная строка. И через эту командную строку каждый из вас может самостоятельно общаться с блокчейном без каких-либо приложений вообще. А как это делать? Написано на гитхабе каждого из проектов. Любой проект
который хороший проект и имеет GitHub, и имеет открытый код, все время пишет, какие транзакции и как можно отсылать через командную строку. Любой человек, который потратит порядка 15-20 минут на это, сможет легко разобраться, как самостоятельно отправить транзакцию в блокчейн, не используя никакие приложения. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал FarkLog, чтобы быть в курсе того, как можно обезопасить свои средства от любых сил зла. А наша рубрика Fork the System продолжит поставлять вам ценную информацию на зло врагам и на радость маме.